Круизный лайнер Norwegian Escape попал в сильный шторм. Океан – довольно неспокойная и порой попросту дикая для человека стихия, которая способна уничтожить что угодно на своем пути. И именно океан способен испортить романтическое представление о таком популярном виде богатого отдыха, как круиз на лайнере через сотни и тысячи километров. Так и случилось с норвежским круизным лайнером Norwegian Escape, который попал в сильнейший шторм в открытых водах Атлантического океана 3 марта 2019 года. Круизный лайнер Norwegian Escape вмещает 4266 пассажиров и обслуживается 1733 членами экипажа. Он вступил в строй в 2015 году. После шторма не менее 8 пассажирам потребовалась неотложная медицинская помощь, а еще десятки были ранены на борту Norwegian Escape после того, как судно неожиданно обрушилось ветром со скоростью 100 узлов 185 км в час, что эквивалентно циклону категории 3. Круизный лайнер Norwegian Escape был в первую ночь тура. Спустя несколько времени после отплытия с порта Нью-Йорка, синоптики не смогли четко спрогнозировать погодные условия на пути круизного лайнера, так как под влиянием глобального антропогенного потепления климат океанов становится все более непредсказуемым для метеослужб. Пассажиры на борту норвежского круизного лайнера пострадали от неожиданных ударов ветра. Круизный лайнер Norwegian Escape совершил запланированную остановку в порту Канаверале во Флориде, где получили помощь раненые пассажиры. 8 пассажиров на борту Norwegian Escape были доставлены в больницы Флориды после того, как круизная линия сообщила, что судно столкнулось с неожиданным сильным ветром, из-за которого оно наклонилось влево. Пассажиры на борту лайнера описали инцидент как ужасающий. Столы, стулья и пассажиры, скользящие по холлу, разбивалось стекло и разбивалась мебель. Отдыхающие беспокоились по мере того, как волна становилась все круче, а судно не показывало никаких признаков восстановления. Многие пассажиры во время шторма ночевали во всех местах общего пользования со своими куртками, кошельками и детьми, сказал Фостер. Все были встревожены. Это было ужасно. Это было самым страшным, каким я когда-либо видел за всю свою жизнь шторм. Во время шторма было видно, как многотонный стальной корабль скрипит, качается и неконтролируемо разрушается во внутреннем интерьере из-за сильного ветра. Больше всего поразило постоянный треск бьющегося стекла, небезопасно летающая мебель во внутренней палубе, делающие картину происшествия невероятно жуткой. Многие люди были шокированы тем, как на самом деле ужасно находиться на судне во время более трагичных катастроф, вроде печально известного «Титаника». По словам американских спасателей, во время шторма корабль пострадал лишь внутри, а среди пассажиров и экипажа никто не пострадал, и все были живы, что является невероятным везением при порывах ветра в 100 узлов. Лишь некоторым с данного злополучного лайнера по возвращении в порт потребовалась госпитализация из-за незначительных травм. Когда корабль выпрямился, члены экипажа приказали пассажирам собраться на площадках и попросили не пользоваться лифтами. Вскоре после инцидента корабль был приведен в порядок и вернулся в нормальное состояние. В заявлении компания Norwegian Cruise Line подтвердила, что судно пострадало от порыва ветра мощностью 100 узлов, из-за которого у него возник серьезный крен. А также круизная линия сообщила, что судно не было повреждено и продолжит свой маршрут.